В горах есть простое правило. Если во время штурмового выхода хочешь попасть в погодное окно, значит из лагеря нужно выйти раньше, на несколько дней, пока погода еще не наладилась. Так случилось и у нас. Сразу после выхода из самогона начался моросящий дождь, который на протяжении дня только усиливался. По приходу в базовый лагерь я был полностью промокший, весь день шел по грязи, одежда была мокрая до трусов и очень сильно замерз. Но ничто не могло испортить моего настроения, ведь каждый следующий шаг приближал нас к вершине. Важно! Все советы и рекомендации в этом видео – это лишь личный опыт, который ни в коем случае не стоит воспринимать как инструкцию к действию. Уж точно не стоит ходить по леднику в кроссовках, как это делал я. У вас есть свой здравый смысл, свой опыт. Все пропускайте через свои мозги. Лишний раз не рискуйте и помните, что ни одна гора не стоит вашей жизни. — 23 сентября мы вышли уже непосредственно на гору. Сначала передвигались в первый лагерь. Дорога у меня заняла 3 часа 30 минут. В спокойном, размеренном темпе я старался идти, не сбивая дыхания, но и не делая пауз и привалов. По приходу в первый лагерь после почти 4 часов работы хотелось немножко отдохнуть, выпить чаю, перекусить. Но к этому моменту Саша уже собрал нашу палатку и свалил выше. Я даже был немножко злой на него, потому что был уставший. А когда ты уставший, ты всегда злишься чуть больше, чем следовало бы. Но отдохнуть я отдохнул, съел какой-то вивсянчик и в 3 часа выдвинулся во второй лагерь. К этому моменту во втором лагере Саша раскапывал нашу палатку, которую полностью завалило снегом. И в принципе она сохранилась в товарном виде, несмотря на то, что в тенте было несколько дыр и дуги были немножко погнуты, ночевать в ней можно было. С первого лагеря я вышел в 3 вечера, ко второму лагерю пришел ближе к 6. Уже немножко начинало темнеть. К этому моменту пришли Антон с Виталиком. Саша пошел помогать им раскапывать палатку. Я же занялся приготовлением ужина. На сегодня у нас было наше белоцерковское сало нарезанное, немножко сыра, гречка и пюрешка. И такой вкусной еды я не ел на высоте 6300 еще никогда в жизни. Заходило как по маслу. Ночь во втором лагере оказалась неспокойной, был сильный ветер и выспаться нормально не удалось. Утром лениво просыпаюсь и не менее лениво начинаю сборы. Выхожу к третьему лагерю только к 11:30. Вышел в 11:30, пришел в 14:00 примерно. То есть дорога заняла чуть больше 2 часов, 2,5-3 часа. К этому моменту Саша уже поставил нашу палатку. Подтянулся Вовчик, я переоделся, и мы вместе пошли раскапывать их с Димой палатку, которая тоже была полностью засыпана снегом. Как, Вовка, цела? Тяжело, только пришел. Еще не отдышался, уже надо копать сразу. Ветер сильный, хочется уже в палатку спрятаться. Самочувствие в общем хорошее, но высота 6750, конечно, дает о себе знать. Мы вчетвером, я, Саша, Вова и Дима, решаем объединить наши силы и вместе работать выше на горе. В 4-й лагерь мы берем 1 палатку и 2 спальника. Это на 4. И по плану нам нужно перебыть в 4-м лагере всего несколько часов перед штурмом вершины, поэтому лишнего тащить не хочется. Впереди 700 метров крутого набора и высота, на которой я еще не бывал. Все общественное снаряжение мы поделили поровну на 4, получилось по 5 килограмм, плюс личное. С собой также берем 1 резервный кислородный баллон на всякий случай. Мало ли что случится на высоте 8000 и лучше перестраховаться.
Идем медленно. Высота 7000 проходится легко, дальше становится намного тяжелее. Сказывается крутой набор и возрастающий сильный ветер. В один момент вижу, как Дима с Вовой, идущие впереди, что-то мне машут. Машут они об развороте. Уже высота была где-то 7300. Я говорю, кричу им как могу через ветер: подождите, сейчас будем разбираться, придем. Ситуация следующая. Саша, который все время шел впереди, вызвался нести палатку, но в этот раз он отстал, и его даже не было видно на горизонте. Ребята начали бояться, что он решил развернуться, а ночевать на 7450 без палатки никому не охота. В общем, с трудом убеждаю их продолжить подъем, и мы продолжаем. Палатка маленькая, вчетвером мы туда еле помещаемся. Одновременно переодеваться нету никакой возможности, поэтому это делаем по очереди. Уже с вечера надеваем штурмовой костюм, одеваем перчатки, полностью утепляемся и залазим в палатку. Нарезали по кусочку сала, сыра, немножко вяленого мяса и топим снег, заливаем чай в термосы. Никакие каши, ничего на этой высоте уже не залазило, поэтому едим такой очень скудный и маленький рацион. До штурмового выхода остается несколько часов, и нам еще нужно отдохнуть. Как-то с трудом четвером размещаемся в палатке, уснуть не удается, но зато мы лежим в тепле и стараемся этим теплом набраться полностью, насколько это возможно. Вова проснулся за полчаса до того, как зазвенел будильник, и мы его с радостью поддержали, сил лежать уже не было. Хотелось побыстрее двигаться и выходить на гору. Одеваемся по очереди, двое сидят в палатке, двое копошатся у разных выходов. Чай кипятить не стали, налили по глоточку с термоса и пошли. Я выхожу первый, все вокруг идут с кислородом. И поначалу даже получается удерживать темп и идти вместе с ними. Но с набором высоты, конечно, мы начинаем отставать. Без кислорода на горе была только наша маленькая группа. Батарейки в налобном БДшном фонарике я заменил перед самым выходом. Но через какое-то время его яркость резко упала, видно стало примерно метр. А еще через полчаса фонарик и вовсе потух. Но тут ко мне подошла непальская восходительница и предложила воспользоваться своим фонариком. Конечно, я не стал брать ее фонарик, но мы просто поменялись батарейками. Казалось бы, 1,5 часа до рассвета, у меня новые батарейки, новый фонарик, что может пойти не так? Но спустя еще минут 40 или 50 эти батарейки тоже садятся. И последних полчаса предрассветных я уже доходил в темноте. Хорошо начинало сереть, и в принципе глаза немножко привыкли. То расстояние, которое мне нужно было видеть для того, чтобы передвигаться по горе, я видел. Около 7 утра встречаю Ивана, который уже спускается с горы. Говорит, что до вершины осталось всего около 2 часов подъема. И вот осталось 2 взлета, после него будет уже вершинный пик, минут 10 идти на горе. Это, конечно, придает сил, и я чувствую себя намного уверенней. Все спрашивают, как оно, идти без кислорода на 8000 метров. А у меня даже нету слов, чтобы это описать. Это однозначно самые тяжелые шаги в вашей жизни. Это как бежать последние километры марафона, но не 20 минут, а 7-8 часов. Или как идти на Эльбрус с 30-килограммовым рюкзаком, но совершенно без акклиматизации. Но все это не имеет значения. Я уже вижу вершинный взлет, погода хорошая, самочувствие тоже в принципе окей. И я знаю, я уверен на 100%, что сегодня я поднимусь на гору. Вершина нам благоволит, и все сложности не имеют никакой силы, никакого значения. Ты просто делаешь 3, 5, 10 шагов, минуту стараешься отдышаться и опять повторяешь процедуру заново.
Высота 8150. В 2 метрах от меня находится небольшая ровная площадочка, примерно метр в диаметре. Но пройти эти 2 метра у меня совершенно нету силы, я просто падаю на тропе, где стоял. Вершина уже рядом, осталось 10 метров по вертикали и примерно 50 метров в длину. Самое время немножко отдохнуть и подкрепиться. Достаю воду с внутреннего кармана курточки, которая наполовину замерзла, и беру пару ягод черники, которую дала мне, сушеной черники, которую дала мне мама. Ложу эти ягоды в рот, и их насыщенный вкус сразу куда-то переносит меня в лес. Я вижу Белоснежку и вижу ее гномов. Понимаю, что что-то здесь не то, концентрируюсь и прогоняю это видение. Больше черники я не ел. Второе, это может не совсем глюк, но каждый раз, когда ты на высоте выше 8000 моргаешь, ты делаешь это очень медленно. И каждый раз тебе успевает присниться маленький мини-сон. Вот раз моргнул, что-то приснилось. И только усилием воли ты заставляешь открыть глаза. Кажется, будто бы можно моргнуть и остаться уснувшим там навсегда. Немножко посидев и отдохнув, собрался с силами и пошел дальше. Тут натянуты перила, вщелкнулся в перила жумаром и пошел вверх к гребню. В ушах музыка, потому что весь подъем я шел с музыкой в ушах. И тут в один момент вижу, как передо мной остается только метр гребня, метр перил, жумар в руке. А все пейзажи вокруг начинают растворяться и превращаются в какие-то залы и банкетные залы, галереи. Ну, пейзаж, который более соответствует музыке в наушниках. Я опять ловлю себя на мысли, что что-то здесь не так, вынимаю наушники, концентрируюсь и дохожу до вершины. Больше, в принципе, никаких глюков уже не было. Друзья, привет с вершины Мангсу. Все, что могу сказать, идти без кислорода на 8 плюс спустя 2 недели после прибытия в базовый лагерь очень тяжело. Бурной радости у меня нет, как нет и полного понимания, где я нахожусь. Есть лишь тихое внутреннее счастье. Ты стоишь и смотришь, ты стоишь и видишь то, что немногим дано увидеть. Ты видишь, как земля по горизонту немножко заокругливается, как нету ни одной вершины в округе выше той, на которой ты находишься. И стоишь, смотришь, ты счастлив и до конца не осознаешь происходящего. Проходит какое-то небольшое время, и ты вспоминаешь о всех тех делах, которые должен сделать на вершине. Сфотографироваться для сертификата, сфотографироваться с флагами, записать какие-то короткие видео. Ну, собственно, и начинаешь этим всем заниматься. Через 30-40 минут на предвершинный взлет выходят Вова с Димой. К этому моменту я уже хотел спускаться, но просят пофотографировать меня, потому что у меня большой здоровенный фотоаппарат с собой. Конечно, я их остаюсь, я их фотографирую и вследствие этого провожу примерно 1,5 часа на вершине. Спрашиваю, где там Саша. Сашу ребята не видели. Переживать у нас большого повода нет, потому что людей на гору идет много, никаких опасных участков или трещин нет, но все-таки немножко беспокойство закрадывается. На высоте выше 8150 я провел около 1,5 часов, пока всех перефотографировал. Без кислорода силы очень быстро таяли, но впереди еще был спуск. И спуск с вершины в 4-й лагерь — это был какой-то сущий ад. Так я не спускался еще ни разу. Ты проходишь 10 метров и просто падаешь на снег в изнеможении. Нужно 2-3 минуты полежать, чтобы хоть немножко отдышаться, собраться с мыслями, собраться с силами и встать. После того, как ты встал, тебе нужно еще 1 минуту постоять на месте, чтобы восстановить силы и дыхание после усилия, которое потребовалось на подъем. Дальше ты проходишь следующих 10 метров, и все повторяется снова. Дима с Вовой идут рядом, тоже чуть живые. Все вместе постепенно ползем вниз. Высота падает, но почему-то от этого легче не становится, сил не прибавляется.
Но за тебя в лагерь никто не дойдет, поэтому каждый раз ты встаешь и идешь дальше. А в лагере Саша Павлов уже ждет нас с горячим чаем. Оказывается, у него на подъеме недалеко от 4-го лагеря прихватило морозом руки. Где-то он потерял свои верхонки, и он спустился в 4-й лагерь уже ждать нас. Ночевать в 4-м лагере на высоте 7450 нет никакого желания, и мы 2 часа отдыхаем и готовимся к спуску. Я и Вова идем сегодня в 3-й лагерь. Димы продолжить спуск нету сил, поэтому он остается ночевать в 4-м. Я же отдаю свой высотный костюм и высотные перчатки Саше. Он сегодня предпримет еще одну попытку восхождения на Манаслу. В 16:30 мы с Вовой начинаем спуск с 4-го лагеря. В этот раз после 2 часов отдыха, даже не сна, просто отдыха, идется намного легче. И примерно за 1,5 часа мы спускаемся в лагерь 3. У Вовы сильно болит горло, оба не переставая кашляем. Я топлю снег, завариваю колдрекс, мы выпиваем, и после этого нас просто вырубает. Утром чувствую себя прекрасно, по крайней мере, пока лежишь и не шевелишься, все вроде бы хорошо. У Вовы сильно болит горло, поэтому я постоянно топлю чай и пою его горячей водой. Сегодня мы ждем Сашу и Диму, которые должны спуститься с горы. Ребят все нет, и мы начинаем переживать. Первым спускается в 3-й лагерь Олег. Он пробовал сходить с кислородом, но ему не хватило акклиматизации, на вершину он не поднялся. В 3-й лагерь спустился полностью, совершенно обессиленный. Я его отпоиваю чаем, взамен он нас угощает сушеной рыбкой. Еще через 20 минут спускается Дима. На нем совершенно нет лица, хотя, по его словам, ночь в 4-м лагере прошла отлично. Пьет чай и заваливается спать в соседнюю палатку. Еще через несколько часов начинают спускаться Виталий с Антоном. Они молодцы, у них таки вышло спуститься с вершины Манаслу на лыжах, с чем мы их искренне поздравляем. Не сговариваясь, все, кто спустился в 3-й лагерь, вместо «привет» говорят простую истину. Это был полный пи***. Тем временем ребята собираются и продолжают свой спуск в базовый лагерь. Я же остаюсь ждать Сашу, которого все нет. Каждый раз, когда возле палатки слышу чьи-то шаги, я вылажу смотреть, не Саша ли это, но нет. Уже начинает темнеть, на склоне видны пару фонариков, дожидаюсь, пока подходят они. Вижу, что это не Саша, понимаю, что сегодня он не спустится, нужно оставаться, ждать уже завтрашнего дня. Спалось отлично, силы начинают по чуть возвращаться, я чувствую себя лучше. И примерно к 3-му утреннему чаю в палатку спускается Саша. Он таки сходил вчера на гору, но спустился очень поздно в 4-й лагерь, поэтому остался там еще на 1 ночь. В сумме он 3 ночи провел на высоте 7450, но при этом чувствует себя отлично, насколько это возможно, полный сил и выглядит вполне себе бодрым. Собираем лагерь и начинаем спуск. Рюкзаки тяжелые, по 25 килограмм, но спускаемся мы очень быстро. И уже сегодня вечером принимаем поздравления и ужинаем в базовом лагере. Полного осознания, что же мы сделали, все еще не приходит, как и не приходит его через неделю или через 2 после восхождения. В первой части я вам рисовал плановый график акклиматизации, который в нашей реальности оказался совершенно другим. Вы его могли проследить на протяжении всего рассказа, но сейчас для большей наглядности я вам его нарисую поверх планового. Итак, перед нами наш плановый акклиматизационный график с 2 выходами и вершиной. И поверх него я вам сейчас салатовым нарисую тот график, который у нас оказался реальным. 14.09 мы сходили в 1-й лагерь, забросили снаряжение, поставили лагерь и спустились вниз на базу отдыхать. После этого
15-го сходили в первый лагерь, переночевали здесь. На следующий день лагерь 2, тоже ночевка. И тут уже пошло главное отличие. На 4-й день мы поднялись в 3-й лагерь, даже немножко выше, забросили часть снаряжения для установки лагеря. И в этот же день спустились на ночевку в лагерь 2. После этого прогноз погоды испортился, 4 дня передавали сильных снегопадов, и было принято решение на следующий день спуститься на высоту 3500 в Самогон. 3 ночи мы провели там внизу среди зелени, отдыхая и отъедаясь, и 22.09 вернулись в базовый лагерь. 23.09 мы пошли сразу во второй лагерь на 6300 с Сашей. Вот так вот тут переночевали. Потом пошли 24-го в лагерь 3, 6750. 25-го вышли в 4-й лагерь на 7450. Несколько часов провели в палатке, отдыхая, и вышли на штурм вершины. 26 числа в 9 утра где-то мы были на вершине. В этот же день спустились в 3-й лагерь на 6750. И тут я уже 2 ночи ждал Павлова, который сходил на вершину на день позже. После этого мы сразу спустились в Самогон и еще через день улетели на вертолетах в Катманду. В общем, реальный график получился жестким, но вполне реальным. И мы так сходили. Манаслу мне очень понравилось. Красивая, технически простая и недорогая вершина. Мое личное мнение, это оптимальный вариант, чтобы впервые попробовать сходить на 8000 метров. А наличие хорошо устроенных лагерей, перил и шерпов делают восхождение на Манаслу доступным более широкому кругу альпинистов, которые уже попробовали свои силы на высоте около 7000 метров. Поэтому, если есть у кого-то планы и мысли о 8000, пробуйте, начинайте с Манаслу. В моих соцсетях, на страничках в Фейсбуке и Инстаграме вы задавали вопросы, и вот сейчас я хочу на ряд самых интересных ответить. Первый вопрос. Как можно реально оценить свои силы после Эльбруса и Монблана? Можно ли с кислородом подняться на гору? Ну, в принципе, это возможно, и есть подобные случаи в истории, когда на 8000 поднимались без достаточного опыта с использованием кислорода и шерп. Но моя личная рекомендация такого не делать, и перед тем, как пробовать свои силы на Манаслу, сходить на что-то ближе к 7000. Это может быть Аконкагуа или Ленин-Пик, или Пик Ленина. Но в крайнем случае нужно сходить хотя бы на Мэра-Пик высотой 6461. Чем Манаслу отличается от других вершин? Я так понимаю, вопрос больше о 8000-никах, и стоит сказать, что Манаслу это низкий 8000-ник, он технически один из самых простых, и на него ходят осенью. 3 главных отличия. Самый сложный момент восхождения. Для меня, бесспорно, самым сложным моментом во время нашей экспедиции был переход в 4-й лагерь. Очень крутой склон, сильнейший ветер, было холодно и тяжело. Ну, кроме этого, тоже тяжело было первый раз прийти в базовый лагерь с тяжелым рюкзаком сзади. Так, подготовка тренировки. По мне, лучшие тренировки к горам это бег, кроссфит и плавание, если не считать, конечно, самих походов в горы. Но это довольно обширная тема, о которой мы потом когда-то запишем более детальное видео. Так, почему без кислорода первые 8000 метров? Первые 8000 метров без кислорода в основном потому, что мне хотелось себя проверить и хорошенько поработать на горе. Болит ли голова? У меня очень редко в принципе болит голова, и на Манаслу она тоже не болела, но, как и это бывает на большой высоте, мысли в голове вращаются очень-очень медленно, как будто бы в каком-то желе.
Так, насколько велика роль шерпов и заранее подготовленных перил, лагерей в восхождении? Реально ли зайти без них? Без шерпов и лагерей вполне реально сходить самим, мы же так ходили. А вот перилами на горе я очень настоятельно рекомендую пользоваться, потому что без перил и без уже известного проложенного маршрута экспедиция на Манаслу это уже будет совершенно другая экспедиция, совершенно другого, требующая совершенно другой подготовки и совершенно другой сложности. Очень такая длинная история получилась о нашем восхождении на Манаслу. Я старался все рассказать для вас как можно детальнее, разложить по полочкам, чтобы не возникало уже особых вопросов. Но если вы не нашли ответ на свой вопрос, задавайте его в комментариях, я обязательно отвечу. Пишите, что вам понравилось, что стоит добавить. Не забывайте подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео о горах. Да, кстати, вопроса снаряжения я вообще не коснулся в данном видео. Я думаю, этот вопрос просто тоже очень длинный, и я думаю, я запишу отдельное видео уже на Макалу этой весной по снаряжению для 8000. Все, всем спасибо за внимание, спасибо, что смотрели, до скорого.